Произошло это года полтора назад. Недалеко от нашего дома есть небольшое старое кладбище. Несмотря на то, что оно старое, похороны там еще проводили. Мы с друзьями любили иногда гулять по нему. Всем нам уже за 20 лет было, люди взрослые и сознательные. В том году в газетах писали о том, что на этом кладбище за 2 недели было разрыто 2 могилы, причем рыли только относительно свежие. Ничего из гробов не воровали, на месте преступления никаких улик не оставалось. Первое время там дежурили наряды полиции, нас даже один раз в участок забрали. Через полгода кто-то опять начал разрывать могилы. Через пару недель после одного из таких случаев умерла сестра моего близкого друга. Мне было очень ее жаль, она попала в кошмарное ДТП. Еще мне, конечно же, было жаль друга и его родителей, для них это была страшная утрата. А ведь до ее совершеннолетия оставалось всего 1,5 недели, и брат ей уже обещал, что нарисует ее портрет в полный рост в качестве подарка. Брат был художником. К моему удивлению, девушку похоронили на том самом странном кладбище. Я был удивлен таким решением ее брата и родителей. Мы, конечно, с ребятами помогли им, чем смогли. На следующий день после похорон ближе к ночи мы собрались, чтобы помянуть девочку. Набрали номер друга, но он не брал трубку. Мы зашли к нему домой, родители сказали, что он пошел пить в местный бар. Бар был недалеко от кладбища, и мы не удивились, почему он направился туда. Когда мы зашли в бар, его там не оказалось. Большинство из нас осталось там, заказав выпивку, а я вместе с одним моим хорошим знакомым решили сходить на кладбище. Я почему-то был уверен, что брат пошел пьяным в стельку на могилу своей сестры. Итак, мы пришли на кладбище. Шли тихо, чтобы нас опять не арестовали. Там, где была могила девушки, я увидел тусклый свет. Мы стали идти еще тише. Свет действительно шел со стороны ее могилы. И когда мы вышли из-за зарослей кустарника, то просто отказались верить тому, что увидели. Могила девушки была разрыта, гроб вскрыт, а ее тело сидело на стуле рядом с разрытой ямой, освещенное фонарем. Но самое ужасное, что спиной к нам сидел человек, ее брат. Перед ним стоял мольберт, и мазок за мазком он рисовал обещанный ей портрет. Заметив нас, он повернулся к нам и только сказал: «Дайте мне время до рассвета, пожалуйста, и я сам сдамся полиции». В суде он нес полный бред о том, что настоящее выражение лица человека бывает только после того, как он умирает. И все те разрытые могилы были его рук делом. В качестве доказательств были показаны портреты покойников, чьи могилы он разрывал.